Ну, чем ты хочешь заняться? Что? Я не знаю, что тебе сказать. Чем хочешь, тем и займемся. Семью не хочешь. Это сначала шея. А что детей? А что детей? А хочешь? Так что так. Так что в Сальвадоре можно заняться всем. Да, можно. Вот чем хочешь, правда? От дайвинга, скалодрома, До детей. джима, детей, травы и все прочее. Всем привет, это Сальвадор, и мы встретились с Екатериной. Сегодня она расскажет, чем она здесь занимается. Катя, скажи, пожалуйста, почему Сальвадор? Ну, почему Сальвадор? Потому что я как-то познакомилась с женщиной в Мексике, и она мне сказала, что живет в Сальвадоре, и пригласила меня сюда. В итоге я приехала, влюбилась. Здесь все есть, здесь есть океан, здесь есть скалы. Я скалолазанием занимаюсь уже как 10 лет. Самое главное для меня – это жить около океана. Здесь есть замечательный народ, который, кстати, очень похож на нас, на русских, которые имеют какие-то вот values. Я иногда забываю слова по-русски, поэтому... То есть у них такие принципы, они очень добродушные, они здороваются, каждый человек тебе поможет, если спросишь. И они также пережили очень тяжелое время. Здесь была война, здесь были мафии, ну, то есть у них здесь эти маррас называются. И было две группы, МС-13 и МС-18, которые просто здесь не давали людям жить. Ну и пришел Букеле, и это все разогнал. После чего здесь народ может выходить после 6 вечера, ну, то есть жить своей жизнью. То есть они народ, который пережил довольно тяжелые времена и который просто не ноет. И это очень круто. И развивается страна. Страна развивается в хорошую сторону, и открываются бизнесы, возможности строить, поставить свое кафе, купить какую-то землю. То есть за 3 последних года Сальвадор просто взорвался. То есть сейчас здесь безопасно? Сейчас здесь просто безопасно. Здесь нету. Ну, конечно, всегда, если ты ищешь, всегда ты найдешь, как бы, да? Согласимся, что можно заехать в какие-то районы, и если ты ходишь там, выпендриваешься, пьяный, орешь, кричишь и, может быть, кому-то мешаешь, то ты можешь нарваться. Но я здесь себя, соответственно, вот в этой эре, где мы живем, это называется Ля Либертад. И здесь весь серфинг, здесь, получается, весь туризм, он находится у пляжей, больше всего, в большинстве. Да, так говорится. И получается, что здесь даже вот автобус ездит, 25 центов ты платишь за автобус, и ты можешь спокойно передвигаться. Он ходит каждые полчаса. То есть ты платишь не за расстояние, а просто... Да, ты платишь за проезд. И автобус ездит каждые полчаса, и он спокойно передвигается. Тут одна улица, туда-обратно. И все competitions, то есть соревнования в серфинг происходят здесь в Сальвадоре. Самые, то есть большие. Сейчас вот как раз идет competition longboard, и самые крутые ребята серфинга сейчас находятся вот тут в Сальвадоре. То есть эта локация, как правильно называется? Это называется Surf City Ля Либертад. Ля Либертад. Да, Ля Либертад. Свобода. Она постоянно привлекательна для людей? Ну, здесь есть сезонность или как вообще? Да, здесь есть 2 сезона, и, в общем-то, вообще здесь нету ни зимы, здесь нету ни осени, то есть нет 4 сезона, здесь 2 сезона. Здесь есть сухой сезон и есть мокрый сезон, да, дождевой. Получается, в сухой сезон это самый туристический сезон, время, куда приезжают все. Начинается он с ноября. С ноября, получается, дофига народу сюда валит, потому что здесь, ну, то есть в декабре все отдыхают, получается, все отдыхают, студенты, все путешествуют. Когда же посмотрим, в июне начинается уже дождевой сезон, и приезжают, и волны, соответственно, очень большие. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы.
Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. И очень опасные. И опасные, как бы, ну, там я не говорю опасные у берега, а если ты ездишь серфингом заниматься, то да, они очень опасные. Приезжают сюда самые крутые серферы мира. И иногда ты можешь сидеть здесь, вот где мы с тобой были в баре в Бэя-Люна или в Ля Кахита, ты можешь сидеть там и смотреть самый крутой серф на свете за бесплатно. И это очень круто. А сама ты откуда переехала сюда? Вот. Я родилась в Алмате, в Казахстане, и в 7 лет меня мама, когда вот рухнул Советский Союз, стало довольно тяжело, и мама посчитала, решила, что довольно опасно, и мы переехали в Канаду, и жила я в Монреале. Я жила там 27 лет, я там выучилась, и уже в мои 33 года я переехала сюда жить. Про Канаду что скажешь? Насколько она тебе понравилась за этот промежуток времени? Канада была шикарна, это шикарное место студенческое, чтобы выучиться. Там в Монреале находятся все университеты, и тебе оплачивает государство все это. И они тебе дают не лоуны, а именно дают деньги, которые не нужно возвращать, а также дают и лоун. То есть тебе как бы это, ну, как бы, как же это говорится по-русски, я не помню слова, но то есть тебе дают деньги, которые ты потом должен вернуть, но со временем. И это замечательная возможность получить диплом. А как бы без бумажки ты какашка, да? То есть получается, я профессор по литературе, работала я 8 лет как профессором, преподавала маркетинг, преподавала entrepreneurship, innovation по бизнесу, преподавала литературу. И помню, когда я Чехова моим студентам, и они просто с такими вопросительными знаками не понимали, но мы потом пришли на что-то более проще. И мне это очень нравилось, но я не хотела работать с 8 до 5 каждый день, и я хотела какую-то жизнь посвободнее. Я занимаюсь спортом, для меня важно, чтобы каждый день, чтобы я не бегала за хорошей погодой, понимаешь, потому что каждый день здесь прекрасно. Вот. И я переехала оттуда сюда, я продала свою квартиру, с этими деньгами я здесь сейчас строю и открываю кафе. У океана. Кафе у океана? Да. Кафе рассчитано у тебя на иностранцев или на местных? Хороший вопрос. Я думаю, что и то, но больше на иностранцев, так как место, где я открываю кафе, это более туристическое место. Но, соответственно, здесь большой туризм называется hermanos lejanos. Это, то есть, братья, дальние братья, которые в то время, когда здесь была война, когда здесь все это было с мафиями, с группировками этими, очень много кто уехал в Штаты или в какие-то другие страны. И сейчас, так как страна развивается, и сейчас столько возможностей построить бизнес здесь и шикарно здесь жить, много кто возвращается. Вот их зовут hermanos lejanos. Но они уже как бы привыкшие к такому образу жизни, который более американский. Соответственно, кафе рассчитан на них, и кафе рассчитан на иностранцев. Ну и, соответственно, для местных, которые здесь тоже живут, мы будем тоже как бы имеем это в виду. Но самое главное, что Сальвадор – это страна кафе. Здесь одно из самых крутейших и самых вкусных кофе, которое можно найти в мире. Поэтому я сейчас беру курсы бариста и не просто хочу продавать кофе. Я хочу понимать, что я продаю, и почему, и какое оно, и вкусы, и делать какие-то фьюжн. И работаю я с одним знаменитым баристой, который также занимается всем кафе для президента Букеле. А меню у тебя что будет? Роскомпоя? Вот, в меню я сейчас как раз вот работала сегодня над меню, когда мы с тобой познакомились. У меня есть меню, ну, то есть брекфаст, там, круассаны, бейгалы, сальмон, да, такой, ну, то есть красная рыба, я сама ее солю. А также я хочу делать блинчики, у нас фаршированные с рисом, с мясом, ну, то, что мы любим, драники, оладушки,
сырники Пельмени. хочу. Не, пельмени, я не знаю, если понравится, но борщ точно никому здесь не понравился. Оливье, салат, там, баба гануш, хумусы, и подруги мои, которые здесь француженки, у них здесь есть бизнес, называется «Каприз», и они делают замечательные pastries, то есть они делают всякие сладости, браунис и прочее. То есть я, ну вот вообще печь не умею, кроме чизкейка. Вот будет у меня чизкейк мой, который фирменный. И да, и буду покупать у них, а остальное я больше фокусирую себя на кафе. И это не то, что там какое-то будет фэнси или какое-то крутейшее место. Вот правда, вот то, что мы можем собрать из того, что растет сейчас в это время. Если помидор нет, ну нет. Ну то есть когда-то же было время, почему мы их в банке, в консерве, потому что ну, не растут они зимой. То есть я хочу заниматься тем, что сама выращивать продукты. У нас есть земля для этого, где мы будем выращивать наши продукты, делать. И из этого я буду создавать меню, оно будет меняться. Я не хочу ничего такого прям вот официального. Но я хочу делать то, что я умею, чтобы я могла фокусировать больше на кафе и на кофе, потому что это для меня будет сложно, и я это не знаю, этот мир, ну и пока не привыкну. И еще также хотим делать ginger shots, вот эти для иммунной системы. И у нас машина, которая cold press, а не центрифуга, то есть оно не ломает молекулу витамины, и это все консервируется, и то есть эти шоты из, например, куркума, джинджер, силантро, кейл, спинach, вот все, что полезное. Камбучу. Камбучу, да, может быть, да. Над камбучей думала, но вот, да, конечно, идея. В твоем кафе алкоголь будет? Да. Ну, что за вопрос? А лицензию нужно получать? Да. Нужна Сложно? лицензию, а для пива не нужно. Ты там платишь, я не помню сколько, мне уже говорили, но ну, там не очень много. Насчет вина и насчет алкоголя еще не разузнала, но вот мои друзья, где будет мое кафе прямо рядом, у них ресторан, они там продают вино. Как раз сегодня я записала, что нужно мне спросить, сколько это будет стоить. Может быть, алкоголь сам там выше 40% я не буду, потому что это другая лицензия. А вот вино и пиво это довольно просто. Ну, получается, ты сейчас открыла компанию, юридическое лицо у тебя уже есть, правильно? Нет. Нет еще. Как раз на той неделе мы были у адвоката, именно с подругой, у которой я буду арендовать эту землю. И у нее магазин, а я на втором этаже строю мое кафе. Она жила 10 лет в Израиле, она занимается массажами, у нее дипломы медицинские, холистик, там, я уже не помню, разные типы массажа. И она как раз вот делает мне массажи, потому что я вот порвала свои связки на скалолазание, и у нас будет кафе-массаж. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программе. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео.
Кафе-массаж будет. Кафе-массаж, да, И как какой будет вопрос был? и как называется будет кафе-массаж? Кафе-массаж называется кафе «Сук» Сук. через X. Потому что то есть X, U, C. Потому что это слово обозначает union и соединение, то есть района какого-то вот народа, потому что когда чтобы кофе дошло до тебя в твой стакан, в кафе, это очень много людей взаимосвязаны в этом процессе. Почему мы выбрали это слово? А потом это также традициональный танец Сальвадора. И это слово на их языке, который называется науат, от народа пипиль. И это традициональное слово Сальвадора, то есть именно indigenous, от их индийских корней. Вот. Когда кафе откроется? Вот надеюсь, что в декабре. У меня день рождения 20 декабря, и я очень надеюсь. А у моей подруги вот 31 декабря. То есть мы как бы обе в декабре. Скажем так, если не 20, то хотя бы на 31, чтобы была инаугурация, и мы хотим уже взорвать все это. С 25-го года, значит, можно посетить кафе. Да, стопудово. Так что, кто хочет посетить СУК, ссылка в описании, обращайтесь к Екатерине. Вот так. Окей. Какие ты здесь заметила минусы? Не бывает страна без минусов. Нет. Слушай, вот я давно, в том году еще, когда начала путешествовать сюда, я путешествовала, жила 2 месяца, потом уезжала обратно, заметила, что это очень дорого мне выходит, и решила уже все, с января я здесь живу. И я в такой группе, называется «Экспатриоты Сальвадора» на Фейсбуке. Очень много кто, я там много с кем познакомилась, которые до сих пор мои друзья. И вот всегда писал, вот этот вопрос задается, ну и что про Сальвадор? И вот что такого плохого, что хорошего? И вот постоянно один и тот же ответ. Есть свои минусы, но всегда на каждый минус есть свой плюс. И вот действительно я с этим согласна. Могу подтвердить, что в Сальвадоре, ну вот идет дождь, да, там, например, дождевой сезон. Ну вот он идет только вечером после 6. Окей, у тебя весь день ты отдыхаешь, да, там, чем-то занимаешься, но после 6 обычно мы или сидим в баре, или в ресторане с ребятами здесь недалеко, где район называется Эль Зонте, где, в принципе, будет кафе. И мы все там сидим, и, ну окей, сидим под крышей, дождь идет час, потом заканчивается, окей. Ты здесь не можешь в плане финансовом, ты здесь, если у тебя нет гражданства, ты не можешь открыть здесь банковский счет. Но есть другие манеры. Вот, например, я пользуюсь аппликацией Wise. Я перевожу с моего канадского банковского счета, перевожу сюда и снимаю здесь, например, в ATM, в банкомате. То есть у тебя местной банковской карты нет? Нету пока. Но я открываю бизнес, и вот как раз мы сейчас этим занимаемся, потому что нужно сделать контракт, после чего я открываешь SADCV, это получается корпорация, и через эту корпорацию ты просишь резиденцию, ты просишь temporary, то есть временную резиденцию, через 3 года ты можешь подать на постоянно. Ну, через инвестиционную программу ты идешь. Да. Можно так, а можно нет, но только тогда ты через 5 лет только можешь подать уже на permanent residency. Окей, а ты сейчас на сегодняшний день здесь легализована, как ты живешь? Ты можешь здесь, канадцы не имеют проблем здесь жить, ты можешь здесь спокойно находиться, только каждые 180 дней ты должен отсюда выезжать. Ну, ты сказала с января этого года. Да. То есть ты выезжала, не выезжала? Да, я выезжала, потому что я в августе, я уехала и вернулась 8 августа, я на месяц уезжала в Монреаль, закрыть там банковские счета, доделать свои дела, продать, все, ничего не продала, только велик маме продала. И то потому что ей должна была $400, и моя мама такая говорит, ну ладно, доча, я у тебя велик куплю. Велик все стоит у меня дома. Вот, мама мне, скажем так, подарила $400, а шубы хотела продать, нахрена они мне здесь, но я их не продала. В итоге вернулась, месяц там пробыла, вернулась сюда, ну вот когда я въехала? В августе 8-го, поэтому вот уже скоро надо будет отсюда или вот сейчас уже открыть корпорацию, и тогда я уже могу подать. И этим всем занимается адвокат. То есть это все просто. Только, вот я могу сказать, самое главное, что если кто-то сюда приезжает и открывает корпорацию, нужно сюда привезти документ, который доказывает, что у тебя за последние 10 лет нету никакого криминального рекорда. Этот документ должен нотариусом быть approved, и еще
Я вот точно не знаю, как это объяснить. Апостией. Это... Апостилированное. Вот апостилированное. То есть вот это. Это очень важно, потому что если без этого приедешь, это очень сложно потом нужно через embassy идти, и добиваться этого документа. А ты сейчас здесь чем занимаешься? Ну, то есть как зарабатываешь себе на жизнь? Я пока только трачу. Я не зарабатываю. Нет, ну правда, да, я отдыхаю, скажем так. Я работала 16 лет моих, поэтому это первый раз в моей жизни, где я уже ни хрена не делала с января. Ну как, грубо говоря, не работаю. Но все-таки твои минусы в данной стране есть или нет? Лично твои? У меня нет. Нет. Нету. Твои плюсы тогда? Океан. Хорошая погода, хороший народ. Я живу жизнью, я не выживаю, я не работаю, чтобы жить. Я вот правда живу, я ей наслаждаюсь. И я хожу босиком постоянно, с грязными ногами. Тренируешь ноги? Тренирую ноги. Если я не хочу видеть кого-то, я 10 минут живу от самых туристических, то есть регионов. Здесь, как объяснить? Здесь живешь так, как в совке, где тебя все знают, баба Нина, которая тебе косы плетет, и также про тебя все знают. Каждый человек, но это очень прикольно, они все живут моими драмами, моими историями, от падения на мотоцикле, от рвать себе связки. Я такой просто человек, и мне очень весело, и народ тут веселый, и ты хочешь заниматься серфингом, давай, ты хочешь залезть на вулкан, давай, ты хочешь узнать про историю Сальвадора, про кафе, здесь все это существует. Ты хочешь пойти в ресторан, посидеть у океана без проблем. Есть также здесь рестораны, где одна бутылка вина стоит $500. Дайвинг еще есть, да? Дайвинг есть. У меня мой хороший друг занимается дайвингом. Вот он меня хотел взять, но я не поехала, не успела, потому что как раз была занята с кафе. Но вот на этой неделе... Кстати, мы были в джиме здесь для клайминга. Мы в город ездили. Если хочешь, поехали, можно там поскалолазить. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Я не знаю, что еще можно хотеть от жизни, когда у тебя есть шикарные друзья, океан под рукой. Что это, у меня что-то сидит на голове? Тучья мышь пролетела. Серьезно? Окей. Ты же сказала все, вот есть тут все. Вот тут есть все, здесь есть тарантулы, у меня были вот такие тарантулы, как еще? Эти скорпионы, у меня дома был скорпион. Ты здесь как своя на районе. Да, я вообще своя, но я вообще своя везде. Вопрос, сталкивалась ли ты здесь с медициной? Насколько качественная медицина здесь? Окей. Я не сталкивалась с госпиталями, которые публичные, но мои друзья здесь, докторша стороны жены Букеле, президента, она обслуживает ее семью, и эта женщина, это действительно ее passion, это вот ее профессия, не только, то есть она очень много принимает людей, у которых, скажем, нету вот этого дохода или там возможности заплатить очень много, а она там за $20, то есть она работает во все. Но также, например, приезжают люди, как я, у которых какие-то есть financial возможности, и я знаю, что я в хороших руках. Поэтому я не могу сказать, опять же, дантиста, они мне рекомендовали, замечательный мужчина, причем мне говорит, в 95-м году я, говорит, практику проходил в Киеве, говорит, в Монголии и в Казахстане. Мужик в 95-м году. По-русски? Нет. И, оказывается, принимали много из Сальвадора, и вот практика проводилась там. Так что вот интересный маленький факт. В тот раз поехали рыбачить с моим другом. То есть меня друзья познакомились с их другом, и мы поехали рыбачить, и он мне начинает рассказывать про, рыбалка, охота национальная, как это там, этот фильм. И мне рассказывает про, как помнишь, говорит, когда корову, говорит, с самолета выбил, и мой папа сидит вот так с открытым ртом. Понимаешь, это сальвадорец, который мне рассказывает про фильмы, которые, совершенно советские фильмы. Очень круто. Правда, здесь жизнь для меня здесь как будто двери открываются сами по себе. Я здесь не стараюсь, потому что когда ты счастлив, когда ты правда живешь и делаешь то, что тебе нравится, это очень важно.
Мы очень забиты в плане вот этой структуры, этот алгоритм, который надо это, надо детей. Ну, например, я очень хочу, но нет пока возможности. Ну, что я буду? Бегать за кем-то, искать, чтобы... Ребенка делаем. Давай сюда. Дима, хочешь? Делаем. Вот, можем. Ну, то есть возможность есть. Блин, я это трогаю постоянно. Вот так. Так что минусов я не могу сказать, что они есть. Иногда слишком жарко. Здесь я не ем стабильно, потому что жарко бывает. Но не знаю. Нормально. Здесь погода действительно... Вот вечером ты сейчас сидишь, прохладно. Да? Вот это дождевой сезон. Прости. Да, он чуть-чуть прохладней. А вот сухой сезон на 2 градуса будет теплее. Жарче. Как местные к иностранцам относятся вообще? Ну, смотри, здесь началось сейчас то, что такой большой бум экономический, и до хрена кто не местный приезжает и, соответственно, забирает очень много чего. Да, есть народ, который несчастлив, потому что очень много государств взяло и выгнало вот этих бабушек, дедушек. Здесь такой закон, что если ты прожил 30 лет на какой-то территории, эта территория тебе принадлежит, если соседи могут подтвердить. Даже если у тебя нет документов, потому что при время войны здесь вот так и было, что приходила бабушка, рисовала свой квадратик, и это была ее земля. А вот представь, у них не было документов. А теперь государство говорит, мы хотим эту землю. И вот они приезжают, а эта бабушка, у меня нет документов. И они говорят, ну это мы понимаем, но мы тебя вот переселим вон туда, говорит, на гору вон туда, бабушка какая-нибудь. Так, ну как она может? Соответственно, начали вот выгонять, ну и, соответственно, выкупают за территории, представь, за 300 тысяч, за 200 тысяч. Ну какой себе сальвадорец может позволить себе это, если за самый меньший заработок, это 13-я страна, 13-я, которая самый низкий заработок, это Сальвадор в мире. И здесь должна быть какая-то революция в этом плане, потому что если народ не начнет что-то говорить, что я не буду за это, вот уже начинается. Вот сейчас я вижу, что некоторые люди говорят, как в констракшене, если ты мне не дашь это, я не буду это делать, мне этого не стоит того, потому что я не смогу не платить моим людям. То есть я этого делать не буду, потому что сейчас есть... Это все зависит от demand, от просьбы народа. Если есть просьба, зачем ему со мной работать, когда другой ему заплатит? И то есть должно что-то измениться в этом плане. Вот, что так. Твои рекомендации людям, которые думают в Сальвадор ехать и боятся вроде безопасно, небезопасно на сегодняшний день? Какие действия совершать? Вот ехать жить или ехать путешествовать? Ну, думают о переезде в другую страну и рассматривают это как Сальвадор. Окей. Ну, в переезде я скажу, что испанский очень важен. Если ты умеешь разговаривать как свой, да, и открыто, так народ всегда здесь поможет. Конечно, испанский это очень важно. Но до хрена кого здесь я знаю, который не говорит на испанском и очень хорошо разбирается. И которые даже приехали и 10 лет тому назад, и 27 лет назад. Здесь одна женщина, Наташа, русская, она здесь 27 лет живет, то есть она видела все здесь. Если ты сюда приезжаешь, испанский, соответственно, деньги, потому что здесь работа ты не найдешь, которая будет оплачена хорошо. Какой-то бизнес открывать, это важно. Заранее где-то рассмотреть, может быть, связаться с людьми из этой группы, экспатриотами, уже найти, где жить. Ну, или приехать, я вот как сделала сейчас, когда вернулась, неделю была у друга в отеле, ну, или со мной связаться. И я всегда помогу, потому что, когда я сюда приехала, мне очень-очень много кто помог. И я также, когда кто-то приезжает, всегда стараюсь протянуть руку, потому что я знаю, что такое быть в стране, когда ты один. Особенно я здесь заболела в первый месяц, у меня был бронхит, и я думала, я здесь коньки отброшу. И мне некому было позвонить, даже там, например, антибиотик купить. Поэтому, окей, приезжать с деньгами, с испанским и время. Мне когда-то сказали, я вот искала я здесь землю, хотела купить и построить свои Airbnb. И мне сказали, слушай, твоя проблема это то, что ты уже себя видишь в этом отеле, что ты уже его имеешь, и ты уже зарабатываешь. А ты еще, говорит, даже не проделала половину дороги, не прошла, не протопала.
И ты должна это понимать. Это все берется время. И вот сейчас я всех знаю, они все мои друзья. Каждый оунер какого-то отеля – это мой друг. Я могу туда заходить и сесть, и я чувствую себя дома. И потом начинаются разговоры «я хочу то-то, то-то, сё-то». Потому что могу одно сказать. Идти через, как же они называются, real estate агенты. Риэлтора. Это настолько фуфло. Потому что здесь нет еще рынка. То есть тебя один будет продавать за 100 тысяч, а 5 метров от него за 300. То есть тут нету, понимаешь, еще нету вот этого маркета, который как бы образовался и где есть какая-то стабильность. Что попало? Вот кто-то от дури себе говорит, я там за 5 миллионов хочу. И вот берут и ставят. Ну, вот здесь неподалеку тебе покажу паркинг, стоянку, 20 миллионов. Я не знаю, кто это купит, но никто, я думаю. В общем, через риэлторов очень не советую, потому что оттяпают огромную часть денег. Советую, соответственно, приехать сюда несколько месяцев и посмотреть, пожить, рентовать, жить и смотреть. Всегда выйдут какие-то возможности через друга, через это. Всегда иметь бухгалтера, потому что, то есть без бухгалтера тоже не разберешься. Нужно, чтобы кто-то кому-то, которому доверяешь. Что еще? Ну и с открытым, конечно, мировоззрением. Как бы все это воспринимать. Здесь есть такая вещь, называется сальвадорское время. Если тебе говорят, что сейчас, это значит через 3 часа. А может быть и 5, а может быть и завтра. Маньяна. Ага. Но это, да, маньяна это еще хуже. Здесь есть такое. Аора – это типа сейчас. Сейчас может быть значит через 5 часов. Аурита – это вот прямо сейчас. Это вот может быть через часик. И я. Вот прям бо-бо. Это вот сейчас. То есть это может быть через 30 минут. Так что вот это сальвадорское время иногда просто убивает. Особенно, что люди приходят с опозданием. Я здесь ходила на русский балет, питерский. Это было что попало. Люди приходили с опозданием, там вся труппа злая, и не было air conditioning, там все умирали от жары. Бедные эти танцоры, это было капец. Но и мы с ними еще познакомились, было очень круто. То есть время, вот это такая вещь, которую мы, вот русский народ, такие прям вот, да, если я сказал, я буду, я буду. У них нет такого. И нужно к этому относиться спокойно. Здесь едут в левой полосе, и никто не сдвинется. Мне пофиг, я человек, который объезжает слева и справа. Если ты не можешь к этому привыкнуть, готовься к тому, что ты будешь материться за рулем. А насколько здесь развита русская комьюнити? Здесь есть русская комьюнити, но она небольшая. Но опять же, я разговариваю на испанском, и я не ищу. Но честно сказать, кого же я ищу? Олег? Еще? Может быть, 3-й русский человек, которого я здесь за год, почти уже за год встречаю. Кто хочет Сальвадор, так что можно протоптать, как Екатерина, это босиком, и дойти до нужного пути. Скалы мои из колен, я занималась 10 лет йогой, и пальмы, которые мне очень... Какой йогой? Шивананда йога я ходила. И получилось... И в ашраме я была... Получилось все ответы на свои запросы? У нас мы в 5:30 утра проспались, потом сатсанг у нас был, потом 2 часа йоги, потом у нас был карма-йога, потом и мы не кушали. То есть 5 дней ты проводишь без еды, только на соках и на бульоне. И я это делала очень часто, потому что в Канаде самый знаменитый ашрам в мире. Я там проводила очень много времени, и да, я думаю, что мое спокойствие пришло от понимания того, что я не перекладываю, не проецирую свои проблемы на других, знаешь, то есть я понимаю, что лучше я начну сама с себя улучшаться и не буду требовать и иметь какие-то экспектативы от других людей, а от себя эти требования иметь. И если кто-то может подстроиться, идти со мной рука об руку, ни впереди, ни сзади, понимаешь, что давайте, я только за. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте их в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем вопросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.